Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 8 марта, и сегодня в первом своем материале, не знаю, может он будет последний, может нет, я просто объясню причины чуть попозже. Все-таки хочу поздравить всех женщин с их праздником 8 марта. Да, я прекрасно понимаю, что сегодня в связи с событиями на Украине для многих из вас это не праздник, это скорее тревога. Тревога за своих близких, за своих родных, которые сегодня в опасности. Причем я говорю сразу о всех женщинах, которые сегодня живут по обе стороны фронта. Тревоги у вас сегодня одинаковые. И я очень надеюсь, что в результате этих событий в конечном итоге и цели у вас у всех будут одинаковые. Ради этого сегодня идет борьба, несмотря на то, что одна часть наших людей не понимает сегодня других и считает их злейшими врагами. Но это обязательно пройдет. Обещаю вам, рано или поздно это пройдет. Ну и также сразу хочу пояснить, почему я сегодня не делал утреннего материала и почему, наверное, сегодня, пожалуй, я сделаю один материал. Дело в том, что на протяжении 11 дней я работал просто в ужасном режиме, в уничтожительном режиме. Плюс у меня была еще масса личных проблем, которые высасывали из меня буквально соки. Я все это время спал 3, 4, 5, ну крайне редко это бывало 6 часов, это был праздник, да. И я реально просто чувствую, что меня просто рубит. Я просто реально устал. Я хочу сегодня отдохнуть, но знаю, что вы ждете вот эту сводку. Обязательно сейчас сделаю то, что происходит на фронтах. И на сегодня, наверное, все. Вечернюю сегодняшнюю сводку сделает мой товарищ Михаил Онуфриенко. Я попросил: Миш, сделай сводку, потому что я физически этого сделать не могу. Завтра я отдохну, надеюсь, высплюсь. На самом деле, многие проблемы, которые меня давили на протяжении предыдущих 10 дней, они уже позади. И я думаю, завтра я уже должен быть в седле. Итак, со вступительным словом закончили, теперь переходим к сводкам. Слава богу, сегодня на многих фронтах в Украине объявлен день перемирия. Ну, вернее, объявлены гуманитарные коридоры. В первую очередь это касается Киева, Харькова, моих родных Сум. Слава богу, пошел первый конвой из Сум в Полтаву, Мариуполь и Чернигов. То есть на большей части линии фронта гуманитарное перемирие. Единственный активный участок на сегодняшний момент это Донбасс. И сразу хочу ответить на те вопросы, которые мне задавали в личку. Юрий, вы сказали, что Изюм взят, а вот в официальных сводках Министерства обороны Российской Федерации Изюм не значится как взятый под контроль город. Сводки Министерства обороны Российской Федерации, они делаются по следующему принципу. Населенный пункт объявляется взятым, когда там зачищено буквально все, когда противника нет и близко, а зачастую войска российские ушли далеко вперед. Только тогда Министерство обороны Российской Федерации говорит: все, город взят. Я вчера, как вы помните, сказал, что в целом сопротивление сломлено, есть еще очаговое сопротивление, но в целом город взят. Именно по этой причине, пока, я так понимаю, еще Министерство обороны Российской Федерации не объявляет этот город взятым. То есть по моим источникам в основном город Изюм уже взят. В том числе и российские войска перешли на южный правый берег Северского Донца. И дальнейшие события покажут, правы ли были мои источники, либо нет. Но на самом деле сегодня я был удивлен. И удивлен на восточной части Донбасского фронта, потому что я не предполагал, что Луганское народное ополчение сможет добиться этого успеха. Дело в том, что сегодня в утренней сводке ЛНР значилось два очень интересных населенных пункта, как уже полностью очищенные от вооруженных сил Украины. Причем эти населенные пункты находились на правом берегу Северского Донца, в тылу у города Рубежное. То есть получается, Луганское народное ополчение, ну, вероятнее всего с технической помощью Российской Федерации, смогло быстро на ходу форсировать Северский Донец и зайти в тыл Рубежнянско-Лисичанско-Северодонецкой группировки. И одновременно с этим пришли сообщения о том, что атака Луганского народного ополчения в районе Попасной увенчалась успехом и идет зачистка города. То есть Луганское народное ополчение на своих рубежах достигло очень значимых результатов. То есть основная часть Рубежного, Лисичанска и Северодонецка отрезана по сути уже оперативно от большой земли. То есть очень неожиданный удар, который в целом ставит украинскую группировку в этом районе в очень нехорошее положение. Не знаю, чем это вызвано, то ли ВСУ не ждали такой наглости от Луганского народного ополчения и просто пропустили удар, то ли, как вариант не исключенный, все-таки руководство вооруженных сил Украины решило вывести основную группировку из этих трех городов. И я думаю, что сегодня-завтра мы это узнаем. Если за города будут идти серьезные интенсивные бои, то значит основная группировка там осталась. Если нет, они будут быстро сданы народному ополчению, значит украинские вооруженные силы начали вывод войск как минимум на этом участке. Вот это то, что сейчас происходит на этом участке фронта. Ну и по Мариуполю город до 10 утра, пока не действовало гуманитарное перемирие, активно атаковался вооруженными силами ДНР, и они добились определенных результатов. Они не только зачистили значительную часть левого берега, но они еще смогли зайти в город из северных окраин. И потом начало действовать гуманитарное перемирие, которое должно закончиться сегодня в 18:00
по московскому времени. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. Прошу еще раз меня простить, я действительно очень сильно устал. 11 дней я работал буквально на износ, и я очень надеюсь хотя бы сегодня выспаться. Ну и потом завтра, если все будет нормально, уже буду работать в привычном для вас режиме. Все, на этом пока все. Кстати, Михаил Ануфриенко, его канал старый, он теперь разблокирован, а новый наоборот заблокирован. Поэтому давал я раньше ссылки на его новый канал. Сейчас внизу в текстовой строке под видео вы увидите ссылку на его старый канал, который сегодня уже работает. Ну, от того канала вы тоже не отписывайтесь, потому что он там тоже будет работать. Все, на этом теперь точно все. До свидания и надеюсь до завтра.